Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Под видео про ногти, на которых ничего не держится, вы оставили много комментариев с просьбой показать продолжение. Как же проносился этот маникюр? Давайте выполним преображение. Поехали! Ну что, давайте посмотрим на ногти. Прошло около месяца, они прилично отросли за это время. Посмотрим, как выглядят изнаночки. Они чистые, ногти в принципе не убиты. И если подцепить палочкой зону около кутикулы материал, то мы видим, что она нигде не цепляется, а это говорит, что нет воздушных карманов. Ну да, по маникюру тут, конечно, вопросики, потому что модель сама грешит тем, что выполняет себе маникюр в домашних условиях. Как я поняла, у нее достаточно тупой инструмент, поэтому срез не такой ровный. Мало того, в парочке мест она оторвала заусенцы, и валики воспалились. Поэтому, конечно, лучше дожидаться всегда похода к мастеру и выполнять процедуру у него в кабинете, а не самостоятельно выполнять какие-то манипуляции в домашних условиях, если инструмент, например, некачественный, либо технику не знаете. И что сейчас получается? В некоторых местах кутикула слегка травмирована, и мастеру будет гораздо сложнее выполнить хорошую чистую обработку. Убираем старый материал и подготавливаем ногти к покрытию. Буду использовать файлы и металлическую основу, она у меня такая миленькая, розовенькая. Шлифую поверхность для того, чтобы приподнять чешуйки и сгладить переход между натуральным ногтем к искусственному материалу. Напомню, что у модели влажные руки, влажная кутикула, сухие боковые валики, поэтому у нее всегда были проблемы с носибельностью покрытия. Что мы сделали? Мы выполнили моделирование ногтей твердым гелем. Перед этим, конечно, сделали правильную подготовку, приподняли чешуйки пилочкой, нанесли специальные препараты, и у нас получился вот такой результат. После снятия ни одной отслойки, что, конечно, меня просто не могло не радовать. Я очень счастлива, что мы смогли подобрать способ. И по моим наблюдениям, чаще всего, если мы выполняем наращивание, то клиент с ним лучше ходит. Почему? Потому что свободный край как бы запечатывается в материале и уже не отслаивается. Кстати говоря, кто-то, возможно, заметил, если мы моделируем на гелевые типсы, там тоже происходит такой же эффект. База, получается, запечатывает натуральный ноготь и меньше вероятность сколов. Поэтому попробуйте такой вариант, если действительно у человека ничего не держится, ногти тонкие, знаете, как папирусная бумага, вот настолько тонкие. В таком случае моделирование, возможно, спасет ситуацию. Но опять же, это один из вариантов. У меня на канале множество других способов и ламинирования ногтей, и создания бортиков. Вы тоже все эти способы можете увидеть на канале. Ну а мы выполняем маникюр, и хочу отметить, что в этот раз после аппаратной обработки мне гораздо проще его выполнять. Не так много птериги под кутикулой, а саму кутикулу необходимо шлифовать при помощи шара с красной насадкой. Местами на крупных кадрах можно заметить, что в некоторых участках кожа красноватая. Это как раз те участки, где модель самостоятельно ущипнула кусачками больше, чем того требовалось. Поэтому я работала крайне осторожно. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. Ну и подготавливаем ногтевую пластину. Первое, что мы используем, это бондер, который подсушивает ногтевую пластину. Второе – это праймер. То есть у нас хорошая химическая подготовка для сцепки. Дегидратор, безусловно, мы используем не всегда. В нашем случае ногти влажные, кутикула влажная, поэтому дополнительно мы его наносим. Если ногти от природы нормальные, то нет необходимости дополнительно подсушивать ногти при помощи бонда. Либо называется pH-бонд, дегидратор и другие названия. Суть в том, что он именно убирает излишнюю влагу из ногтевой пластины. Ну и наносим то же самое базовое покрытие, будем выполнять тем же гелем, даже тем же цветом, потому что планируем сделать определенный дизайн, и нам как раз вот этот молочно-розовый, нежный понадобится. Поскольку указательные у модели клюют, растут вниз, наша задача побольше выложить материала на свободный край и приподнять этот клюющий кончик. К
Кстати, знаете, что меня еще порадовало? У моей модели не было натурального ногтя по точкам вроста, потому что она постоянно расковыривала на большом пальце, на указательном, вот вы можете увидеть. И сейчас натуральный ноготь отрос за это время, за 1 месяц. И я рада, что эта боковая стенка, она постепенно восстанавливается. На самом деле очень непросто восстанавливать такие отсутствующие боковые стенки, задранные точки вроста, но это возможно. Когда у нас твердый материал, он хорошо держит боковые стенки, клиент уже не так эффективно может их расковырять, скажем так, и ноготь отрастает, точки вроста смещаются на правильное место, и в целом ногти восстанавливаются. А в чем минус, когда у нас точки вроста ползут наверх? Что ноготь начинает скручиваться, и чаще всего получаются трещины по точкам вроста, очень неприятные, больные сломы. Представляете? Только по одной причине. Вот, поэтому берем твердый материал и восстанавливаем эти боковые стенки. Ну а мы выполняем опил, правильно по форме создавая четкость, чтобы у нас не было дуги по верхней арке, а была вот ровная линия. Можно поставить пилочку и себя проверить, ровная ли линия получается. Когда у нас такие четкие ногти, они выглядят более стройными, более эффектными, более дорогими как будто бы. То есть сразу ощущение, что стоимость данного маникюра выше, нежели чем мы просто бы навалили гель в технике выравнивания базой. Понимаете? Мы выполняем опил формы четкий квадрат, и теперь необходимо выпилить толщину изнутри. Поскольку мы поднимали клеющие ноготки, докладывали наибольшее количество материала на свободный край, переворачиваем и практически на максимальной скорости убираем вот эту изнаночку толщину. А где мы работаем рядом с кожей, включаем скорость поменьше, чтобы клиенту не нагревала насадка кожу и чтобы не было неприятно. Помним, что гель это не база, и гель будет хорошо держаться даже в небольшой слой. Конечно, не совсем тонкий, потому что гель, подобно тонкому льду, может треснуть. А когда у нас есть небольшая толщина, то этот лед, а в данном случае гель, он будет хорошо держаться. Собственно говоря, вот и все. Выполнено укрепление, и теперь дело за покрытием и дизайном. Мы выбрали вот такой зеленый оттенок, сложный, необычный, и, кстати, он очень плотно ложится, мы нанесли в 1 слой. Для дизайна мне понадобится специальный материал Water Drops, то есть это база для растекания. По ней очень хорошо растекается красивыми узорами гель-лак. Наношу тонко-тонко эту базу и далее при помощи кисточки для омбре наношу белый гель-лак вот такими хаотичными движениями в виде волны. И сразу же белый красиво растекается, образуя мраморный рисунок. Просушиваем в лампе и дополняем еще некоторыми белыми линиями, которые получатся уже более четкими и не будут растекаться, так как база просушена. Представляете, вот так просто делается мраморный эффект. Только нужно будет приобрести вот эти Water Drops, базу для растекания, тогда у вас все получится на раз-два. Конечно, можно использовать обычную базу, можно использовать топ, но не всегда получается такой эффект, потому что часто база густая и не так хорошо по ней растекается белый. Ну а мы дополняем наш дизайн при помощи слайдеров, размачиваем. Вот такая красивая зелененькая веточка, которая сочетается с основным цветом покрытия. И все приглаживаем. По периметру наносим праймер, чтобы убрать прозрачную основу. И мы можем покрывать топом. Мы покрыли глянцем, но мне кажется, что и в матовом исполнении было бы очень красиво. И в конце, после топа, подпиливаем торцы для большей четкости. Я специально взяла другую основу с файлом без вспененной основы, чтобы свободный край получился четким. Все равно образовалась небольшая толщина на торце, поэтому можно ее дополнительно выпилить. В принципе, выпиливание изнутри можно сделать в самом конце, после топа, потому что мне пришлось делать это дважды. Наш прекрасный весенне-летний вариант понравилось? Поддержите, поставьте пальчик вверх, смотрите и другие видео с коррекцией ногтей. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо, пока-пока!